Всем привет! В этом ролике поговорим об основных способах прибавок петель с наклоном вправо и влево. Прибавки петель — это необходимый элемент при вязании очень многих изделий. Я покажу вам 3 основных способа прибавок петель с наклоном вправо и влево и еще один бонусный способ вывязывания симметричных прибавлений из одной петли. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Для образца я набрала 16 петель, 10 петель лицевой гладью основного полотна. Посередине у нас будет мнимая регланная линия, состоящая из 2 петель. Допустим, мы вяжем ряд с прибавками. Доходим до регланной линии. На регланной линии у нас 2 петли. Первый способ — прибавка из протяжки. Перед регланной линией протяжку накидываем вот таким образом, то есть чтобы она шла на себя, и провязываем лицевой за переднюю стенку. Получилась скрещенная петля с наклоном вправо. Провязываем 2 петли регланной линии. После нее протяжку накидываем вот таким способом от себя и провязываем лицевой за заднюю стенку. Получилась петля с наклоном влево. Провяжу 2 ряда, чтобы прибавление петель было наглядным. Этот способ прибавок чаще всего использую я. Вот так выглядят наши прибавки. Аккуратно. Перед регланной линией петля с наклоном вправо, после нее с наклоном влево. Второй способ прибавления петель — это прибавки при помощи накидов. Мы вяжем петли до регланной линии. Перед регланной линией делаем накид на себя. Вот таким образом. Далее провязываем 2 петли регланной линии. После нее накид от себя. Довязываем ряд. Во втором ряду накиды провязываем скрещенными петлями. Вот наш накид. Нам надо провязать его изнаночной петлей за заднюю стенку. Провязали скрещенную петлю. Далее 2 петли регланной линии. И второй накид тоже провязываем скрещенной петлей уже за переднюю стенку. Довязываем ряд. Вот так выглядят наши прибавки при помощи накидов. Петля с наклоном вправо и петля с наклоном влево. Тоже все красиво и аккуратно. Третий способ прибавления петель — это прибавление из петли предыдущего ряда. Довязываем петли до регланной линии. Вот наши 2 петли регланной линии. Мы подхватываем правую стенку петли на ряд ниже, накидываем ее на левую спицу, провязываем лицевой. Далее 2 петли регланной линии. Ищем петлю на ряд ниже и накидываем на левую спицу левую стенку. Провязываем лицевой. Довязываю ряд и провяжу изнаночный, чтобы прибавление петель было более наглядным. Вот 2 наши прибавки вокруг регланной линии. Из 2 петель вывязано 4. И покажу еще один способ прибавления петель. Прибавление симметричных петель, который может использоваться, например, при вязании изделий с круглой кокеткой. Довязываем до того места, где нам надо прибавить петли. Я вяжу до нашей регланной линии. И вот смотрите, петлю нам надо развернуть так, чтобы правая стенка была ближе к нам. Снимаем петлю на правую спицу, огибаем ею левую спицу, вот таким образом. Провязываем лицевой, снимаем правую стенку петли, левую оставляем на спице и провязываем ее скрещенной. Очень интересный способ. Из одной петли мы вывязали 2, и они обе симметричны. Еще раз покажу. Разворачиваем петлю так, чтобы правая стенка была ближе к нам. Снимаем петлю, огибаем ею левую спицу, провязываем лицевую, снимаем одну стенку петли, а вторую стенку провязываем скрещенной. Сейчас довяжу ряд и покажу, как выглядит это прибавление в полотне. Вот такой интересный способ. Из 2 петель здесь вывязано 4. Спасибо вам за внимание.
Не забудьте подписаться на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Будем вязать вместе.